Эта теория буквально взорвала интернет за одну ночь. Как только вы увидите то, что ARMY обнаружили от Хэхёни и Чингуке, вы больше никогда не сможете смотреть на их последние совместные моменты по-прежнему. Скриншоты исчезают, временные шкалы редактируются, а фанаты задаются одним пугающим вопросом: было ли все это спланировано с самого начала? Теория, изменившая все, началась так, как начинаются самые опасные вещи – тихо. Ровно в 2 часа 17 минут ночи по корейскому времени небольшой аккаунт ARMY, у которого было менее 3000 подписчиков, опубликовал тред, который за несколько часов сдетонировал на весь фандом. Имя пользователя было незнакомым. Ни фото профиля, ничего. Только одна фраза в самом начале. «Я думаю, Чингук и Тхэхён говорили нам что-то на протяжении месяцев, но сначала никто этого не заметил». Люди пролистывали это мимо. Очередная теория. Очередные ночные бредни. Очередная попытка притянуть факты за уши. Но затем пошли скриншоты, временные метки и паттерны, которые уже невозможно было развидеть. На первом слайде было сравнение. Наряд Тхэхёна в аэропорту трехмесячной давности рядом с недавним образом Чингука на сцене в Токио. Та же цветовая палитра, то же расположение ожерелья, тот же изгиб рукава и даже то же крошечное серебряное кольцо на том же пальце. Совпадение? Возможно, пока тред не продолжился. Автор подчеркнул, как Тхэхён однажды упомянул в посте на Weverse, что верит в то, что одежда может нести сообщение. Неделями позже Чингук опубликовал селфи в почти идентичном браслете, том самом, в котором Тхэхёна сфотографировали 2 года назад во время личной поездки. Подпись Чингука гласила: «О некоторых вещах лучше говорить тихо». ARMY начали задумываться. Затем аккаунт пошел глубже. Они составили карту многомесячных прямых эфиров, показывая, как оба артиста тонко повторяли фразы друг друга. Не целые предложения, а фрагменты. «Не торопись, делай это медленно. Мы все еще здесь. Доверяй времени». Сначала это казалось обычными словами утешения для фанатов, но выстроенные в последовательность, они читались как диалог. Диалог, который никто не осознавал, хотя он происходил на глазах у публики. К рассвету тред набрал более 200 тысяч ретвитов. К полудню его репостили крупнейшие фанатские страницы. К вечеру комментарии стали паническими. «Почему в этом так много смысла? Меня трясет. Скажите мне, что это не специально. Это уже не может быть совпадением». А затем произошло нечто странное. Оригинальный аккаунт перестал отвечать. Ни обновлений, ни ответов, ни разъяснений. Тред остался, но пользователь исчез, что заставило людей паниковать еще больше. Потому что как только ARMY заметили закономерности, они начали находить свои собственные. Всплыл закулисный ролик, который игнорировали больше года. В нем Чингук проходит мимо Тхэхёна, и рука Тхэхёна на мгновение задевает его рукав. Это длилось меньше секунды. Тогда никто не придал этому значения. Теперь же люди замедляли этот момент кадр за кадром. Взгляд, которым они обменялись, не был случайным или мимолетным. Он был осознанным, мягким и полным чего-то невысказанного. На всех платформах фанаты начали шептать один и тот же вопрос, что они пытались нам сказать. И почему именно сейчас? Внезапно их недавнее поведение обрело смысл. То, как они переглядывались во время интервью, как смягчался их смех, когда они были рядом, как они оба начали использовать почти идентичные фразы о переменах, времени и новых главах. Это было похоже на хлебные крошки, не громко, не очевидно, но преднамеренно. Возник вопрос, не подготавливают ли они всех постепенно к чему-то, что еще не было объявлено, что не было объяснено, к чему-то, что после раскрытия навсегда изменит представление о BTS. И в глубине души ARMY почувствовали это. Это не была просто очередная теория. Это казалось началом истории, которая еще не была рассказана до конца. Истории, которая все еще разворачивается тихо, осторожно и прямо на глазах у всех. Скрытая хронология. Когда первый тред взорвал сеть, ARMY не спали. Они исследовали, они архивировали, они сравнивали. То, что началось как теория одного аккаунта, быстро превратилось в полномасштабные цифровые раскопки. Фанаты из разных часовых поясов начали открывать старые папки, пересматривать забытые ролики и доставать скриншоты многолетней давности, моменты, которые когда-то казались случайными, безобидными и незначительными.
Теперь они казались спланированными. Кто-то выстроил таймлайн. Неофициальный и неаккуратный, но живой, растущий план моментов, которые начали выстраиваться слишком идеально, чтобы их игнорировать. Все началось 3 года назад. Тихий эфир Ви. Тхэхён сидит один, тихо напевая и глядя за кадр. Тогда фанаты подумали, что он просто устал. Но когда люди пересмотрели клип, они заметили кое-что новое. Он смотрел не в камеру. Он смотрел в свой телефон. И сразу после окончания эфира Чингук опубликовал фото с одной строчкой. «Ты не один». Та же ночь, тот же час. Совпадение? Возможно, пока это не случилось снова. Месяц спустя Чингук вышел в эфир, говоря о неопределенности, о том, что будущее кажется размытым, и о том, что нужно доверять процессу. На следующий день Тхэхён загрузил фото облачного неба с подписью «Размытость не означает поломку». Таймлайн начал заполняться подобными моментами. Тихие ответы, мягкие отголоски, сообщения, которые казались ответами на вопросы, которые никогда не задавались публично. AR назвали их «постами эха». Каждый раз, когда один из них говорил о сомнениях, другой публиковал что-то, что ощущалось как утешение. Каждый раз, когда один намекал на перемены, другой писал о терпении. Это больше не выглядело как совпадение, это выглядело как общение. Затем последовал паттерн с цифрами. Фанаты заметили, как часто оба начали публиковать посты именно в ту же минуту, повторяя числа, которые фанаты традиционно связывают с желаниями, временем и обещаниями. Не раз, не два, а более 30 задокументированных случаев на разных платформах. Именно тогда люди перестали шутить и начали шептать. Что, если это не случайно? Что, если они нашли тихий способ говорить не только друг с другом, но и со всеми, кто смотрит? Что, если они медленно готовили AR к будущему, который будет отличаться от прошлого, будущему с переменами, с разделениями, с новыми путями? Один пост особенно напугал фандом. Комментарий Тхэхёна на Уиверс, зарытый глубоко в тысячах ответов. Некоторые вещи пока невозможно объяснить, но они будут объяснены. Через 2 дня Чингук написал: «Когда придет время, вы все поймете». Тот же тон, та же энергия, то же обещание. Таймлайн перестал казаться теорией, он стал похож на обратный отсчет. Фанаты начали задавать более сложные вопросы. Предупреждают ли они AR о чем-то? Прощаются ли они заранее? Защищают ли они друг друга, готовясь к переменам? Официальных ответов не последовало, никаких заявлений, только больше мягких постов, больше совпадающих фраз, больше тихих взглядов на камеру. И тишина казалась громче любого отрицания, потому что когда люди наконец выстроили все моменты за эти годы, одну истину стало невозможно игнорировать, что бы это ни было. Момент, который подтвердил все. Фандом называет это 3-секундным молчанием. Когда это вышло в эфир, никто не заметил. Это было просто очередное интервью. Яркий свет, безопасные вопросы, улыбки, отрепетированные годами. Участники сидели в ряд, игриво отвечая и шутя, пока ведущий не задал один простой вопрос: каким вы видите свое будущее? Большинство ответов были легкими: больше музыки, больше туров, больше воспоминаний. Затем настала очередь Тхэхёна. Он замялся. Ненадолго, всего на 3 секунды. Но в эфирном времени это показалось вечностью. Он посмотрел вниз, затем в сторону, на Чингука. Не быстро, не мимоходом. Он задержал взгляд. И в этой тишине между ними промелькнуло нечто невысказанное. Чингук не улыбнулся. Он не пошутил. Он просто один раз кивнул, почти незаметно. Но позже фанаты замедлили запись и осознали кое-что пугающее. Чингук одними губами произнес: «Я знаю». Тхэхён наконец повернулся к камере и тихо сказал: «Будущее будет другим, но не пустым». Тогда это прозвучало поэтично. Теперь это звучало как предупреждение. Этот ролик всплыл на той же неделе, когда взорвалась вирусная теория. И когда AR сопоставили его с постами эха, совпадающими подписями и одинаковыми нарядами, пазл сложился. Тишина не была неловкой, она была преднамеренной. Это было понимание. Это были 2 человека, признающих то, что они еще не были готовы сказать вслух. И внезапно каждый нежный взгляд обрел смысл. Каждая полуулыбка, каждый тихий смех,
каждый момент, когда они стояли чуть ближе, чем нужно. Это не было случайностью, это была поддержка. Затем последовал эфир, который окончательно изменил тон ситуации. Чингук сидел один поздно ночью, голос был тихим, глаза уставшими. Он говорил о переменах, о страхе, о защите того, что важно, даже если это означает идти разными путями. Он сделал паузу и сказал: «Некоторые узы не исчезают только потому, что меняются декорации». Через 2 часа Тхэхён опубликовал фото дороги, расходящейся на 2 пути, с подписью «Разные дороги, одно небо». Эйяр и Муай замерли, потому что теперь это больше не казалось теорией. День, когда Эйяр и Муай начали паниковать. Панику вызвал не заголовок, ее вызвала тишина. Ни тизеров, ни игривых спойлеров, ни ночных селфи. Впервые за годы они оба замолчали одновременно. Ни комментариев, ни загадочных подписей, просто ничего. Сначала фанаты говорили себе, что это нормально. Они заняты. Они отдыхают. Они готовят что-то масштабное. Но чем дольше длилась тишина, тем тяжелее она ощущалась. А потом случилось кое-что незначительное. То, что не должно было иметь значения. Сотрудник опубликовал закулисное фото. Вся группа была там, все улыбались, все были рядом, кроме Чингука и Тхэхёна. Они не стояли вместе. Они даже не были в одной группе людей. Это был первый раз, когда фанаты могли вспомнить, чтобы они находились так далеко друг от друга на обычном, непостановочном фото. Люди пытались отшутиться, хватит накручивать. Они просто встали там, где сказал Став. Но старые посты снова всплыли в памяти, разные дороги. Одно небо, не пустое, просто другое. Когда придет время, вы поймете. Внезапно эти мягкие слова перестали утешать, они стали казаться подготовкой. Затем последовал репост. Фанат выложил замедленное видео того 3-секундного молчания с новыми субтитрами, подчеркивающими кивок и слова, сказанные одними губами. Видео стало вирусным за считанные часы. Секции комментариев наполнились сообщениями: «Почему это похоже на прощальный дневник? Они нам что-то говорят. Мне не нравится то, что я чувствую. Пожалуйста, скажите, что я ошибаюсь». Эйяр и Муай больше не просто строили теории. Они оплакивали то, чему еще не могли дать имя. Каждый старый ролик вдруг стал казаться хрупким. Каждый смех – драгоценным. И тут пришло уведомление, короткий пост. Ни фото, ни эмодзи, просто текст от Чингука. Перемены не означают потерю. Иногда они означают рост. Меньше чем через час Тхэхён написал: «Некоторые прощания на самом деле являются началом». Фандом замер, потому что вместе эти 2 предложения звучали как официальное заявление, не теория, не совпадение, а послание. Эйяр и Муай начали паниковать не громко, не драматично, а тихо, глубоко и больно. Та самая паника, которая приходит, когда понимаешь, что что-то прекрасное может измениться навсегда, и ты к этому не готов. И где-то между всеми репостами, теориями и бессонными ночами у каждого в голове крутилась одна мысль: если это действительно начало новой главы, что это значит для истории, которая, как мы думали, никогда не закончится. Признание, которого никто не ожидал. Это случилось ночью, когда большая часть мира спала. Ни обратного отсчета, ни тизера, ни предупреждения. Просто уведомление о прямом эфире Чингук-1. Свет был приглушенным. В комнате было тихо. Сначала он улыбнулся, той самой знакомой нежной улыбкой, но она не коснулась его глаз. Он поприветствовал зрителей, поблагодарил всех за то, что пришли, и замолчал на несколько секунд дольше обычного. Затем он сказал нечто, что заставило чат замедлиться. «Я много думал о времени». Он говорил о том, как быстро оно летит, о том, как люди меняются, о том, как некоторые главы заканчиваются тихо, без драматичной музыки или финальных сцен. И затем его голос стал мягче. Некоторые связи не исчезают, когда меняются обстоятельства. Они просто учатся существовать иначе. Комментарии посыпались градом. Что ты имеешь в виду? Все в порядке. Пожалуйста, не пугай нас. Он немного замялся. «Я пока не могу все объяснить», — продолжил он, «но я хочу, чтобы вы верили, ничего значимого не теряется. Оно просто трансформируется». Трансформация.
Это слово повисло в воздухе. Затем, как будто отвечая кому-то, кто был в комнате, он добавил: «Некоторые люди всегда будут для вас домом, даже если ваши адресы изменятся». Он снова улыбнулся, на этот раз нежнее, и поблагодарил AR/MUI за то, что они всегда ждут и верят. Эфир закончился. Ни громких объявлений, ни драматичных прощаний, просто тишина. Через несколько минут Тхэхён опубликовал одну фотографию, размытый снимок городских огней за окном. Подпись гласила: «Дом не исчезает. Он просто выглядит иначе из новых мест». Фандом полностью затих, потому что это не было громко. Это не было шокирующе или взрывно. Это было нежно, и от этого было больнее. Это было похоже на двух людей, стоящих на разных сторонах моста и обещающих друг другу, что они все равно будут оглядываться назад. AR/MUI плакали не потому, что что-то закончилось. Они плакали потому, что что-то менялось, медленно, красиво и мучительно на их глазах. И впервые в фандоме укоренилось новое осознание. Эта история не о потере чего-то. Она о том, как научиться любить это по-новому. Настроение AR/MUI изменилось за одну ночь. Не громко, не внезапно, а мягко, как момент, когда закат переходит в сумерки, и ты понимаешь, что день уже уходит. Не было официальных анонсов, громких заголовков, только маленькие перемены, которые казались намеренными. Они стали реже стоять рядом во время официальных мероприятий. Они стали меньше говорить о будущем напрямую. Их слова стали мягче, туманнее, осторожнее. А затем пришло сообщение, от которого сердце замерли. Тхэхён, отвечая на комментарий фаната, написал: «Куда бы ни забросила нас жизнь, пожалуйста, вспоминайте нас с добротой». С добротой. Не «оставайтесь с нами». Не «ждите нас». С добротой. Фандом замер. Спустя несколько часов Чингук написал: «Каждый сезон заканчивается, но это не значит, что история окончена». И внезапно все стало реальностью. Это было похоже на край чего-то неизведанного.